Всем привет, это «Жизнь барахольщика». Сейчас небольшая предыстория, как я съездил на адрес. Позвонила девушка днем, сказала, что у нее есть какие-то антикварные вещи, и не мог бы я приехать к ней вечером часов в 7-8 посмотреть и купить. Я сказал, конечно могу, но если у вас есть возможность, киньте предметы, чтобы я их заранее посмотрел. Есть смысл к вам ехать или нет. Она мне скинула фотографии. Здесь вот такой чайник, очень красивый. И здесь тоже вот чашка и сахарница. Я ее прошу скинуть фото дна. Она мне тоже там скидывает. И мы начинаем переписываться. Я говорю, получается 3 предмета. Она пишет, если вас заинтересовало, жду. Я пишу, есть ли пожелания по цене, потому что вдруг там какая-то неадекватная цена. Она пишет, в одном месте мне уже оценивали, дома сторгуемся. Блин, она не написала, сколько ей предложили. Это самое ужасное, это очень тяжело. Потом, когда самому назвать цену, если она будет значительно отличаться от другой, блин, это очень тяжело. Есть. Я пишу хорошо, в районе 6 буду. И вот она написала тут этот адрес, я стер. И приезжаю к ней. Здрасте, это вот Александр. Крышечки вот эти вот, да, подкрашены? Не знаю, это мне все от бабушки Здесь. досталось, все это у меня лежало. Ага. И вот здесь стояло уже сколько лет. Угу. А пожелания-то какие у вас? Ну, честно скажу, Да. в одном месте мне сказали 100, но может быть и не 100. Угу. На комиссию. Я приехала в антиквариат. Или не на комиссию. А что значит на комиссию? Ну, некоторые могут сказать хоть и 200, хоть и 100, хоть и 50, и 1000. Это надо узнавать, как вы хотите. Потому что там, если за наличку, то вам мало кто даст чего. Ну, имеется в виду, никто не хочет рисковать, потому что черт его знает, как уйдет. Если на комиссию, то, пожалуйста, мы можем сказать там 150. Договор комиссии подписывается, бумага, паспорт, мы там вот описываем чайник, это, утраты, выставляем в магазин, и он лежит там. Ну, 100 тысяч, честно скажу, лихо. Ну, если они предлагают, попробуйте им отдать. А вы не взялись бы? Ну, за 100 тысяч нет. За сколько? Если живыми деньгами, то, там, я не знаю, тысяч, там, 25 или что. Этой ручки нету. Здесь только чайник. Самый красивый, и мы тоже его здесь реставрировали, там реставрировали. Я приехал на адрес, там меня встретила лет 45 девушка, красиво одетая, и она говорит, что мне нужны срочно деньги, и я хочу продать эти предметы. Я у нее сразу же спрашиваю, а во сколько вам оценили, в надежде, что она скажет, за сколько ей оценили. Но, слава богу, она не говорила, что давайте сначала вы оцените, потом я вам скажу. Она сразу же сказала, что мне оценили вот эти вот 3 предмета в антикварном магазине 100 тысяч рублей. Я, конечно, ахнул, думаю, блин. Когда я ехал, я думал 5-10 тысяч рублей предложить. Но когда я приехал вживую посмотреть, я увидел, что чайник огромный, большой, здоровый, и что это север. Сейчас я поближе покажу. Я, конечно, говорю, а вы почему не продали? Почему Она говорит, я просто пришла, оценила и ушла. Я говорю, ну, наверное, вам на комиссию. Она говорит, что такое комиссия? Я говорю, ну, вы приносите вещь, ее продают, и после продажи вам деньги отдают. Она такая, ой, нет, мне так не устраивает, а сколько вы можете предложить? Я смотрел, рассматривал, там, конечно, очень много сколов, трещин. Здесь она их даже не замечала и говорит, ой, действительно, тут. И в итоге я ей предложил, я говорю, мы можем предложить 20 тысяч рублей настоящими живыми деньгами. Она сказала, ой, что-то мало, ну давайте хотя бы 40. Вот. Я говорю, да нет, никак, потому что нам и у меня тоже страх, потому что вдруг эти вещи не уйдут, вдруг там клеймо какое-то фуфловое, вдруг это какой-то развод, и такие тоже бывают, моменты всплывают, и не хочется попасть. И в итоге я предложил, я понимаю, что за 25 тысяч рублей надо брать. Я говорю, я могу вам предложить 25 тысяч рублей. Она сказала, ну что ж, забирай, у меня завтра какая-то покупка важная, и ей нужно срочно деньги. Ну, я купил, и вот приехал, сейчас я вам подробно покажу. Ну, у девушки тоже там история, она сказала, у нее умерла мама, умер муж, и вот она живет с ребенком. В принципе, все хорошо, она говорит, там работа есть. Вот такая вот история. Сейчас я вам покажу предметы, которые я купил за 25 тысяч рублей. И вы оцените, дорого я их взял или дешево. Потому что я общаюсь с антикварщиками, мне кто-то говорит, зачем ты это купил, а кто-то говорит, ты взял просто бесплатно. Безумной красоты, он на самом деле очень большой, весь в золочении.
фарфоровый чайник. Вот здесь вот крышечка такая вот, она без сколов, без трещин. Вот здесь вот, к сожалению, есть такие скольчики. Их кто-то подкрасил. Вот здесь тоже скольчики. Но их замазали такое, как бы под золото. А здесь вот чувствуется вообще вот сусальное золото. Такой, как бы носик весь в золоте. Такой какой-то... Господи, я забыл, как он называется. И вот здесь клеймо, написано «Север». Какой это век, потому что вот такое клеймо могло быть и в 18 веке, и в 19. Но здесь важно то, что еще здесь написано тоже вот. Ну, на этом предмете немного цифр в тесте, а вот на тех предметах там написано. Вот такой изумительный, красивый. Вот мне чем нравится антиквариат, то, что удается подержать в руках такие вещи, и они еще к тому же твои. Это самое приятное. Такая вот. Я представляю, какой был сервиз красивый. Наверное, было вообще потрясающе. Такая вот, не знаю, сахарница или что. Вот здесь, конечно, оторвана эта штучка. Но здесь, конечно, идет трещина по всему. Она сказала, что это все предметы мамы мужа. Вот он привез муж, и он говорит, и они всю жизнь стояли на шкафу. И она вот сейчас решила их продать, потому что нужны деньги. Вот здесь кто-то пытался подлепить. Вот здесь тоже написаны какие-то надписи. Север. Ну, реставраторы. Почему я заплатил такую сумму? Потому что у меня была фигурка. Один раз попалась Север. Все сказали, она дорогая. Я купил за 10 тысяч рублей. Там сидел какой-то большой такой мальчик. И вокруг мальчик плачущий, смеющийся. Там были эмоции. В итоге мы продавали за 80 тысяч, за 50, за 60. И в итоге за 45 у нас купил реставратор. Вот такая вот чашка, кружка. Вот здесь вот фрагменты есть, которые можно тоже отреставрировать. Хоть есть чего реставрировать. Полное золочение такое глубокое. Ну, конечно, очень красивое. Тоже он Север. Если среди вас есть эксперты, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете, дорого я купил, дешево. Когда я эти вещи продам, скорее всего, их буду продавать на аукционе, потому что я не понимаю их цену. Я, наверное, в каком-нибудь видео расскажу, за сколько они ушли. Если вам понравилось видео, подпишитесь, поставьте лайк, дизлайк и напишите комментарий. До новых встреч!